отступление отправили, это ошибка. Не каждого ребенка можно обучить всему в этом возрасте. Потому что мы не случайно говорили о типаже детей, которые попадаются в сборные, от холерика, сангвиника, меланхолика, флегматика. Много же промежуточных психотипов. И нельзя сказать в одном годе, что ты должен сделать это. В силу его развития и в силу психотипа надо в коридоре 3-4 лет сделать такую систему, чтобы он обладал всеми технико-тактическими данными. Но есть же миллион комбинаций, которые одному человеку нравятся, а другому нет. Если человек подвижной нервной системы, то он любит короткий розыгрыш очка, а флегматик может любить длинные. То есть надо набрать систему упражнений под каждого индивидуума, чтобы он мог выполнять с различным вращением, с различным ударом по высоте. Что я предполагаю? Что если человек выходит на корт, он должен играть в свой любимый теннис. Если этот теннис не приносит успеха, то он должен сыграть любой другой. А это технико-тактическое оснащение. И, соответственно, на выходе не должно быть удобных и неудобных соперников. Например, в 14 лет у Алины, да, она выросла за последнее время на больше, чем 10 сантиметров. Пошла дискоординация. Значит, надо технически ее наладить или подождать, когда координация вернется, и помочь ее вернуть, продолжать нагрузки, увеличивать их постепенно. Но, с другой стороны, ты вырос, ты стал более медленным, физически надо сделать тебя таким, чтобы ты был быстрым. Люди с быстрой сменой процессов возбуждения и торможения и со слабой нервной системой, они, как правило, парники, или, как мы говорим, сеточники. Так, значит, получается, что лучше-то начинать тренировать данных людей с лета, и когда с лета он научится играть, тренировать уже с задней линии. Почему? Потому что если их начинаешь тренировать с задней линии, не обучив игре с лета, то он же не пойдет вперед, потому что он с лета играть не умеет. Но если он был уже обучен и получив игру неплохую с задней линии, он все равно полезет вперед, потому что это его душа, это его проявление. Дети все разные, и у каждого свой характер. Первое, это надо создать тот интерес на площадке, который позволяет ребенку все сложнейшие элементы упражнений и работы превратить в игру. А теннис – это умная игра, можно придумать миллион упражнений для каждого возраста, где будет всегда поощряться интерес и всегда поощряться результат. Не случайно же теннисист формирует свой характер, играя в теннис, потому что он не может пропустить мяч. Он вынужден бегать за всеми мячами, у него нет шанса остановиться, отдохнуть. Он должен достичь результата. Во-первых, в данном случае сбор подготовительный, очень нагрузочный, большой. Дети съедают, так мы говорим, по-спортивному, большой объем физической нагрузки. Им требуется особое внимание для того, чтобы уйти от травматизма. И, соответственно, большие требования к восстановлению после нагрузки. Поэтому, естественно, роль разминки вообще велика. Но в подготовительном сборе особенно, потому что все дети, а здесь вот на сборе 17 человек, они развиваются по-разному. И мы так делаем, что они разбиты на ряд групп, невидимых для них, которые по-разному занимаются специальной физической подготовкой. Потому что все дети растут по-разному, развитие у них может быть совершенно разным, и это надо учитывать для того, чтобы не травмировать спортсмена. Поэтому роль нагрузки именно в разминке, она очень значима для того, чтобы избежать негативных последствий или травм. Необходимо сказать и о спортивной медицине, которая требует
определенных знаний, воспитания и подготовки спортсмена. В данном случае, конечно, когда идет большой объем нагрузок и большое потоотделение, с водой уходят соли, многие важнейшие элементы, связанные с восстановлением и подпиткой организма, то, конечно, необходимо некое питание, которое позволяло компенсировать то, что ушло. И здесь необходимо искусство врача, который знает внутренние процессы у человека и который способен восстановить без вреда здоровью все то, что не хватает организму в столь сложном тренировочном и соревновательном процессе. И вот эти все витамины, напитки, страховка костного аппарата. Это работа очень сложная и требует определенной тщательности для того, чтобы не навредить, а помочь. Завтра давайте я прошу вас выложиться на с утра выложиться. Я прошу вас с утра выложиться, чтобы хорошо завершить эту неделю. Теннис богат травматизмом, потому что, играя на разных покрытиях, меняя континенты, играя на грунте, на траве, на ковре, на харде, это дикая нагрузка на суставы. Теннисные ракеты настолько на сегодня быстрые по сравнению с деревянными ракетами. Скорость от композитных ракет и струн на сегодня возросли по сравнению с деревянными на 22,5%. Требования к организму увеличились практически на четверть, и только правильная дозированная подготовка делает совершенного теннисиста и позволяет продлить долголетие спортсмена. Наиболее характерные травмы для теннисиста – это прежде всего суставные. Это голеностопы, колени, это проблемы со спиной, потому что человек подает одной рукой и, естественно, при подаче, как мы говорим, завинчивается, да? Поэтому нужна коррекция спины обязательно, что есть в системе тренировочного процесса, как минимум 2 раза в неделю спортсмены этим обязаны заниматься. И, кроме того, для восстановления необходим бассейн. Это вопрос дыхательной системы и пластичности мышц. Нужно избегать, прежде всего, перегрузок на суставы. При малейших проявлениях позывов к той или иной травме надо организм страховать. Отсюда есть профилактика страховки кисти руки, локтя, предплечья или плеча. И также, насчет спины мы уже сказали. Одна из главных задач научного обеспечения – это контроль учебно- и тренировочного процесса. Нельзя сделать так, что если ты, условно говоря, воспитываешь быстрое проявление у ребенка, его перегрузить, потому что у детей, как правило, усталость копится, и не всегда тренеру это заметно. Поэтому недельные занятия разбиты по определенным циклам для людей, находящихся в разной группе подготовки, то по объему нагрузки имеется в виду интенсивность, на каком пульсе ты работаешь. Поэтому созданы моменты контроля сердечно-сосудистой системы, общей нагрузки, получаемой спортсменом, и уход от всевозможных стрессов, которых неминуемо приходят во время тренировочной нагрузки при большом объеме. Теннис – уникальная игра и, наверное, сложный вид спорта, который на сегодня, пожалуй, единственный остался нелимитированный по времени, может длиться 1,5 часа, а рекорд 11 часов 5 минут. И этот вид спорта называется скоростно-силовой, переходящий в выносливость. И представляете, каким объемом качеств должен обладать теннисист
для того, чтобы вынести такие нагрузки и достигать результата. Поэтому специальные качества, они называются потому, что они соответствуют данному виду спорта. Все упражнения, которые делаются вне корта, на корте, в течение матча, они вынуждены подбираться таким образом, чтобы развивать то или иное качество. Концентрация внимания, переключение, устойчивости внимания по крупицам собираются всю жизнь. Плавание должно быть обязательной в программе подготовки, я считаю, любого вида спорта. Можно решать различные задачи. Но, например, в теннисе, если теплый бассейн и после тренировочного процесса или соревновательной деятельности, он служит как релаксация. Но кроме этого, плавание может быть и развивающим. Ты как бы находишься в другой среде, прохладной воде, и, соответственно, можно воспитывать аэробные возможности, выполняя ряд несложных, дистанционных упражнений на дыхание или на определенные группы мышц. Но к плаванию нужно относиться и осторожно. Почему? Потому что плавание – это как невесомости космонавта в космосе. Потому что другая среда, легкие движения, но сверхобъем, применяемый использование водных процедур, он может привести к падению быстроты передвижения, нарушению координации. И поэтому, как правило, в юном возрасте бассейн применяют 1,5 раза в неделю. Одну неделю 2 раза, а одну неделю 1 раз. Это является оптимальным для того, чтобы решать те задачи, которые необходимы теннисисту. Йога – это специальные упражнения, совмещенные с правильным дыханием, позволяют овладеть методами саморегуляции, что необходимо в спорте и жизни. И использование йоги как вариант тренировочного процесса, его можно сопоставить с саморегуляцией организма для достижения определенных целей. Это, например, может быть правильное дыхание, правильное восстановление, та же гибкость и та же философия Востока, которая позволяет убирать многие психологические проблемы, возникающие в ходе длительного матча. Но такое, как длительное напряжение, проявление судорог. Психология нужна практически с самого раннего детства. Во всяком случае, познание человека, на многих сборах и на данном в том числе, находится 17 человек, 17 личностей. И каждый имеет свою доминанту, свои возможности, как физические, так и психологические. Жизнь складывается так, что тренировочный процесс уже строится во многих видах спорта по психотипам, которые обладают той или иной индивидом. Но он же раскрывается с самого раннего детства. И поэтому психолог не только делает определенную ауру, эмоциональную вещь у ребенка, но он и направляет, и подготавливает его как бы многотрудной жизни, где есть всегда преодоление. И не случайно мы говорим, что у человека должно присутствовать, если он хочет стать великим человеком или великим спортсменом, слова «надо», «должен», «обязан». Враги на корте, друзья в жизни – это, наверное, философия, но это философия самого спортивного поединка. Даже по примерам, которые происходят ежедневно на соревнованиях, всегда на соревнования рано или поздно срабатывает злость. Потому что дух противоречия на неправильно сказанное слово, на неправильное поведение спортсмена, на бросание ракет, затяжка времени. Много факторов, которые тому или иному спортсмену не нравятся. Теннис – счастливый вид спорта в том проявлении, что
Спортсмены, встречаясь с детства, практически встречаются всю жизнь. Не случайно родилось даже такое понятие, как теннисная семья. Многократно встречаясь на корте, поневоле вне корта люди становятся друзьями и находят сообразно своей психологии своих друзей и своих проявлений. Есть определенная система наказаний, связанная с воспитательной целью. И не случайно эти, казалось бы, смешные вещи, когда человек что-то нарушил, и ты даешь ему 5 отжиманий, кажется, какой-то пустяк. Но он же отжимается при всех. Это наказание при всех, и все понимают, что он наказан. Это тоже имеет колоссальный воспитательный момент. И даже то дежурство, которое есть, кому поручается, кто сегодня отвечает за обзвон того, кто должен заниматься наукой, расписание тренировок. То есть это конгломерат многих таких вещей, которые должны сопутствовать и помогать, и сплачивать коллектив. Ну что, в принципе, сегодня все неплохо поиграли. Потому что все они находятся в равных условиях, и вот это позволяет избежать всех конфликтов. Роль родителей, она колоссальная. Многие родители как могут помочь спортсмену стать выдающимся, так могут и погубить. И самое, наверное, плачевное бывает тогда, когда родители вмешиваются в соревновательный процесс, и неименуемо у маленького человечка, который играет в теннис, неминуемо рождается мандраж, потому что у детей ответственность перед родителями огромнейшая. Если родители начинают давить и требовать результата, то это неминуемая психологическая травма. Задача родителей при системе подготовки и при ответственности тренера за то, что мы сегодня обсуждаем, это создать среду вокруг тренера, касаемо домашнего питания, грамотного распределения нагрузки как психологической, школьной, так и тренировочной и соревновательной. Такой продукт, как чипсы, например, дают энергию только на 30 минут в тренировочном процессе. А если ребенок съедает нормальную обычную кашу, то это 4 часа. То есть балансированное питание, единственное правильное, то, что может сделать только родитель в плане обеспечения правильного тренировочного процесса и его восстановления любого ребенка практически в любом возрасте до его становления. Можно насчет питания говорить, наверное, сутками. Почему? Потому что у нас вопрос адаптации, перелетов из одной страны в другую, вопрос нормировать как нагрузку, так и систему питания. Но в комплексе все должно подчинено одной цели. Задачи тренера, спортсмена и родителя, они должны совпадать для достижения результата. Чем раньше тренер определяет характер и типаж спортсмена, тем он быстрее найдет подход к наиболее благоприятному тренировочному процессу. Задача тренера – как можно больше раскрыть индивидуальных качеств, которые помогли бы достигать результат на теннисном корте в жизни. Есть базисные основы тренировки, которые должны делать все. Но вся проблема, что при единой нагрузке общей тренер не может увидеть у юного спортсмена, когда он устал. Потому что идет перетренированность, а визуально это не видно. Но самая беда заключена в том, что с процессом многочисленных тренировок у детей усталость копится. Мы ухудшили его быстроту передвижений, которую потом он не приобретет, а в теннис не быстрый и не выносливый не играет. Если спортсмен не идет к тренеру, то во всех случаях виноват тренер, что он не нашел с ним контакта. Но если взять мое правило, которое выкрестилось с годами, это то, что если есть разногласия в тренировочном и соревновательном процессе, то тренер обязан
подвести ребенка таким образом, чтобы ребенок считал так же, как тренер. Если это достигается, то очень хороший получается альянс в работе между воспитанником и тренером. И, соответственно, он горы свернул для того, чтобы этого достичь результата. Но всегда заслуги надо отдать спортсмену. А тренер в данном случае уже становится помощником. Ну вот Артем завтра играет. Как от всех нас пожелаем удачи. Будем надеяться, он хорошо подготовился.